Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале «Смотри и знай». Мы – это то, что мы едим. Эта фраза очень актуальна, потому что мы часто не придаем должного значения употребляемой пище, а она оказывает на нас гораздо большее воздействие, чем мы с вами думаем. Не все продукты приносят пользу нашему организму, а некоторые и вовсе вредят. Но также бывает пища абсолютно бесполезная. Чипсы и картофель фри. В нынешних чипсах от картофеля осталось разве что название. Сегодня чипсы изготавливают из кукурузной и рисовой муки, крахмала и усилителей вкуса, поэтому чипсы мало того, что не принесут организму пользы, более того, могут еще и навредить. Во время жарки в чипсах образуются самые вредоносные вещества, которые оказывают негативное воздействие на глаза, печень, почки и нервную систему. Некоторые из образовавшихся веществ провоцируют развитие раковых опухолей. Те же вещества образуются во время приготовления картошки фри. Да, этот вид фастфуда, несомненно, готовится из настоящего картофеля. Но прежде чем попасть во фритюр, на фермах собирают генетически модифицированную картошку. После этого ее обрабатывают и замораживают. А как мы уже рассказывали в одном из наших роликов, картофель замораживать не рекомендуется, так как при охлаждении в нем вырабатывается мышьяк, который является ядом для нашего организма. Йогурты. Йогурты, как нам известно, являются полезными кисломолочными продуктами. Такие продукты содержат огромнейшее количество веществ, которые просто необходимы нашему организму. Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают метаболизм, помогают нашим костям и зубам оставаться крепкими и здоровыми. И магазинные йогурты, конечно, также являются полезным продуктом, только если хранятся от 5 до 7 дней. Если же на упаковке срок годности указан более 7 дней, это значит, что производитель добавил туда консерванты, которые в большинстве своем убивают все лактобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты с таким долгим сроком хранения становятся просто бесполезным для организма десертом. Всех нас в детстве родители с утра старались накормить кашей, потому что это очень полезный завтрак. В настоящей каше, приготовленной из натуральных ингредиентов, содержится много витаминов и минералов. Каши из различных круп несут в себе разные ферменты и помогают улучшать работу тех или иных органов. Пшенная каша нормализует работу всех обменных процессов нашего организма, а овсяная крупа является прекрасным источником клетчатки, которая играет большую роль при пищеварительных процессах. А вот аналоги быстрого приготовления не обладают всеми свойствами натуральной крупы. Это происходит из-за того, что зерна гречки, риса и пшеницы подвергают специальной обработке, которая уничтожает все полезные вещества изначального продукта. Такие каши не приносят организму никакой пользы. Более частыми последствиями становятся проблемы с поджелудочной железой, сахарный диабет и лишние килограммы. Коричневый или тростниковый сахар. Такой сахар стал очень популярен в последнее время. Многие утверждают, что он гораздо полезнее обычного белого сахара. Существуют мифы о том, что коричневый сахар менее калорийный, поэтому считается более полезным. На самом деле это неправда. Полезным такой вид сахара считается из-за содержания витаминов группы В, магния, кальция и других полезных ферментов. Но в наших супермаркетах чаще всего продается крашеный белый сахар, который просто выдают за тростниковый. Именно поэтому такой продукт становится бесполезным. Но даже если вы уверены, что покупаете качественный тростниковый сахар, нужно знать, что количество калорий в нем ровно столько же, сколько и в обычном сахаре. Макароны. Как ни странно, столь популярный продукт несет в себе мало пользы для организма. Миф об их полезности появился благодаря итальянской кухне, в которой основу составляют именно макароны. Однако итальянцы на самом деле едят далеко не макароны, а пасту. Технология приготовления у этих двух продуктов существенно отличается. Итальянская сухая паста производится только из твердых сортов пшеницы и воды. Именно поэтому она легко усваивается, а содержащаяся в ней клетчатка, различные углеводы и минералы способствуют улучшению пищеварения и обмену веществ. Поэтому настоящая итальянская паста приносит пользу организму. А наши макароны делают преимущественно из мягких сортов пшеницы, что делает их бесполезными для здоровья. К сожалению, поэтому макароны приносят нам только лишние килограммы.
Суши из супермаркета. Роллы, суши и любые другие деликатесы японской кухни, продающиеся в наших супермаркетах, являются абсолютно бесполезными продуктами для нашего здоровья. Приготовленные дома или в ресторане, эти блюда несут в себе определенную ценность. Рис содержит большое количество клетчатки, что способствует очищению всего пищеварительного тракта. Рыба богата кальцием и фосфором. Также и остальные продукты наполнены полезными микроэлементами. Также стоит заметить, что суши не подвергаются термической обработке, поэтому все полезные вещества сохраняются в первоначальном виде. Однако суши и роллы, предназначенные для длительного хранения, подвергаются специальной обработке. Ведь мы все понимаем, что рыба – это скоро портящийся продукт. Именно поэтому такие блюда японской кухни не принесут пользу организму. Бульонные кубики. Наверняка каждый из вас слышал о таких добавках. Многие домохозяйки до сих пор активно пользуются бульонными кубиками для придания супам лучшего вкуса и аромата. Однако этот запах и вкус делает первое блюдо далеко не всегда лучше. Такой кубик состоит из красителей, консервантов, большого количества соли и вкусовых усилителей. Если приготовить первое блюдо из натуральных продуктов, то получится даже лучше, чем с какими-либо добавками. Единственный плюс такого кубика, что его размер очень мал, и поэтому количество содержащихся в нем веществ в принципе не может нанести вред нашему организму. Шоколад. Мифов о полезности шоколада огромное количество. Главный из них гласит, что в шоколаде содержится большое количество фермента серотонина. Его еще называют гормоном счастья. Но на сегодняшний день ученые не находят фактов, говорящих об этом. И более того, многие специалисты пришли к выводу, что если бы в шоколаде действительно содержался серотонин, то его необходимо было бы съесть такое количество, что вред для зубов и фигуры оказался бы гораздо большим, чем польза для гормонального фона. Глазированные сырки. Такие сырки еще очень часто называют творожными, и тогда, казалось бы, польза для организма становится очевидна. Скажем сразу, что творожные сырки действительно бывают полезными. У качественного продукта на первом месте в составе должен быть творог, а срок годности такого изделия не должен превышать 15 суток. Какие-либо отклонения от этих параметров делают этот десерт абсолютно бесполезным для здоровья. А более распространенные аналоги этого продукта очень часто содержат либо слишком большое количество сахара, либо консерванты, помогающие продлить срок годности этого продукта. Легкое сливочное масло. Такой продукт действительно легкий, так как в нем содержится меньше калорий. Однако полезнее обычного масла для нашего организма он не будет. Диетические продукты, как правило, на порядок вреднее их недиетических аналогов, и такое масло не является исключением. Дело в том, что в состав таких брикетов входят по большей части трансжиры, а они в свою очередь оказывают негативное воздействие на работу сердца и повышают уровень холестерина в крови. Поэтому гораздо полезнее будет съесть обычное сливочное масло. И на этом мы с вами прощаемся. Всем до новых встреч, друзья, и будьте здоровы!